Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 8 июля 2026 года. Завтра 9 и состоится очередное судебное заседание в деле об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. И сегодня, накануне этого заседания, я обращаюсь к вам с материалом, который, как я уверен, заставит многих задуматься о фундаментальных вещах. Мы продолжаем разбирать самые острые и неудобные темы современной Украины, те, которые касаются не только политики, но и самой сути нашей идентичности, языка и человеческого достоинства. Сегодняшний выпуск посвящен делу об убийстве Ирины Фарион и обвиняемому Вячеславу Зинченко, но я хочу, друзья, пойти дальше простого пересказа событий, юридической аналитики. Я хочу показать вам глубокую, почти философскую ловушку, в которую загоняют русскоязычных украинцев. И эта ловушка настроена, в частности, с использованием дела об убийстве Ирины Фарион. Итак, усаживайтесь поудобней. Разговор будет не очень длинный. Давайте вперед, поехали. Итак, Ирина Фарион. Долгие годы она была одним из самых непримиримых голосов насильственной украинизации. Она не просто призывала говорить на государственном языке, она требовала тотального отказа от русского, оскорбляла людей за их родную русскую речь, сеяла разделение и вражду в обществе. Для нее русский язык был врагом, а его носители были людьми второго сорта, которых нужно переломать, перевоспитать и перепрограммировать. Она строила свою публичную карьеру именно на этом радикализме. А теперь, если посмотреть на обвиняемого в ее убийстве Вячеслава Зинченко из Днепра, то мы увидим, что это человек из русскоязычной среды, который сознательно и полностью перешел на украинский в публичной сфере. Он принял бандеровскую идеологию, позиционировал себя как убежденный патриот нового формата. Именно такой, каким Фарион и ее единомышленники хотели видеть всех русскоязычных. Он сделал то, чего от него требовали. Отказался от языка родителей, сломал себя под новую реальность, стал правильным, в кавычках, продуктом украинизации. И что в итоге? Именно его обвиняют в убийстве главной проповедницы этой самой политики насильственной украинизации. Друзья, это не просто совпадение. Это трагический парадокс, который раскрывает всю порочность насильственного языкового эксперимента. Человек, вылепленный по лекалам Фарион, теперь стоит как символ того, к чему приводит такая политика. Система, которая заставляет людей предавать свой родной язык, не создает гармоничных граждан. Она создает внутренне надломленных людей, готовых к радикализму, но при этом остающихся
чужими для самой этой системы. В нужный момент, друзья, такого перекованного легко сделать либо инструментом, либо выбросить как биомусор. Как юрист я подчеркиваю, я не утверждаю того, что Зинченко виновен в убийстве Фарион. Я не утверждаю того, что именно он убил Ирину Фарион. Я настаиваю на презумпции невиновности и тщательном разбирательстве, но, друзья, с человеческой и общественной точек зрения картина складывается пугающей. Фарион, которая годами разжигала языковую ненависть, столкнулась с ее плодами, а Зинченко, который послушно пошел по пути, предложенному такими, как она, оказался в центре этой драмы. Это классический бумеранг. Политика, построенная на принуждении и отказе от корней, в итоге бьет по своим же адептам. Теперь главное, что я хочу донести до всех русскоязычных украинцев, особенно тех, кто сегодня колеблется или чувствует давление: категорически не идите по этому пути. Не переходите на украинский язык под давлением пропаганды, угроз или моды. Не отказывайтесь от родной речи ваших родителей, бабушек и дедушек. Это не патриотизм, это капитуляция, это самоуничтожение. Почему я говорю так жестко? Потому что опыт Зинченко – это наглядный урок. Человек, который полностью перековался, не стал своим для радикалов. Он остался для них потенциальной угрозой или удобной фигурой для показательного процесса, мальчиком для битья. Система насильственной украинизации не нуждается в искренних людях с корнями. Она нуждается в послушных исполнителях, которых можно использовать, а потом, если потребуется, списать. Переход под давлением ломает психику, разрушает внутреннюю целостность и не дает никакой реальной защиты. Ты предаешь свое прошлое, а будущее все равно остается под вопросом. Русский язык для миллионов украинцев – это не чужеродный элемент. Это часть нашей общей восточнославянской истории, культуры и повседневной жизни. Отказ от него в угоду политическим радикалам не укрепляет Украину. Он ослабляет ее, сея внутренний конфликт и отчуждение. Те, кто сохраняет русский язык, сохраняют достоинство, связь с предками и здравый смысл. Они не дают себя превратить в лингвистических зомби, как их начали называть в свое время. Друзья, не повторяйте ошибок, не позволяйте себя сломать, сохраняйте свой язык.
Это не предательство Родины. Это сохранение ее многообразия и подлинности. Насильственная украинизация уже показала свою разрушительную природу на примере Фарион и Зинченко. Не становитесь следующей жертвой этой машины. Я призываю всех к честному разговору, без истерии. Украина может быть единой только тогда, когда люди не будут вынуждены отказываться от своей сути. Спасибо, что смотрите. Пишите ваши мысли в комментариях. Это важно. Ставьте лайк, если считаете, что такие темы нужно поднимать. Подписывайтесь на канал и поддерживайте канал донатами, чтобы я мог продолжать говорить правду. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья. Берегите себя.